весь вопрос, самый главный вопрос, который, естественно, задают сегодня все. Был ли хоть какой-то шанс, чтобы жертв было меньше? Естественно, мы понимаем, что вы шли спасать всех, вы шли именно спасать людей. Но получилось, что спасти всех оказалось невозможно. Более того, погибли многие десятки людей, более сотни. Как вам кажется, были задействованы абсолютно все ресурсы для того, чтобы чтобы избежать жертв, что без того, что произошло, обойтись было невозможно? Если позволите, я потом, думаю, участники непосредственно все выскажутся. Я просто хотел сделать маленькую преамбулу перед Нордостом. Сейчас многие говорят, вот да, можно было сделать так, можно сделать было по-другому, вступить в переговоры, как-то решить, освободить заложников. Помните, да, писали письма президенту и так далее, демонстрации. Ну, давайте говорить откровенно, давайте вспомним, что было перед Нордостом. Перед Нордостом был Буденновск. Все, наверное, помните, все страны, все показывали эту ситуацию, когда более 1000 заложников в больнице бандитами были захвачены. Все, как говорится, смотрели, чем это закончится, и помните, как это началось и чем это закончилось. Началось это следующим. Подразделение «Альфа» готовилось к штурму и получило приказ на штурм Буденновска. И в этой операции при начале штурма погибли 3 офицера «Альфы». Повторяю, 3 офицера «Альфы». И потом поступила команда отставить. Команду дал, как вы знаете, ее показывает в прямом эфире, покойный ныне господин Черномырдин. По какой причине Борис Николаевич Ельцин, покойный, не захотел давать команду, это проблема уже истории, и не нам ее обсуждать. Но, по крайней мере, второе лицо в стране дало такую команду после прямых переговоров с бандитом Басаевым. И хочу отметить потом, что было потом. Потом все каналы, и наши, и мировые, показали выезд этих бандитов с победой, давайте говорить откровенно, это прямое выражение, с их зелеными флагами, с их стрельбой из автобусов и явным показом, что они смогут сделать с Россией, если захотят. Вот потом получился Нордост. Как вы знаете, были выдвинуты сразу 3 серьезных требования. Первое – это вывести войска из Чечни. Второе – дать свободу из Ичкерии. И третье – всех их подельников, а мы их называем бандитами, выпустить из российских тюрем. Если кто-то считает, что в этот момент надо делать было второй Буденновск, лично у меня это мнение совершенно противоположное. Второй Буденновск было сделать невозможно. То, что касалось событий Нордоста и непосредственно тех сотрудников, которые освобождали заложников, принимали 2 подразделения. Это управление А, Альфа, и управление В, Вымпел, которое структурно входит в Центр специального назначения ФСБ России. И порой несколько обидно за сотрудников Вымпела, что о них очень редко вспоминают, они действительно внесли, ну, наверное, не меньшую лепту, чем Альфа. Вот. Это же было и в Беслане, также работало 2 подразделения. Вот такая небольшая будет ремарка. То, что касается вопросов, можно ли было допустить меньшие потери, 2 подразделения спецназначения сделали все возможное, чтобы потери как можно были меньше. Но, к сожалению, скажем, некоторые структуры, некоторые, ну, будем говорить конкретно о медицине. Вот. К большому сожалению, во-первых, маленькое количество врачей, маленькое количество медицинских карет было предоставлено. Были определенные сложности при подъезде скорой помощи, так как площадь была полностью вся забита автотранспортом. Это непосредственно и те зрители, которые принимали участие, другие машины, то есть парковочные места и, собственно, кареты
подходили очень медленно, крайне затруднительно. Наверное, здесь есть ошибка и сотрудников МВД, которые вовремя не обеспечили проезд медицинских машин. Вот это, наверное, одна из причин, что после штурма сотрудники сложили оружие, после того, когда террористы были уничтожены, и начали на своих руках выносить всех людей, которые находились в зале. Это как живых, так и мертвых. Вот вы представляете, боевая тревога, приезжаем. Прежде всего начинаем разбираться, что происходит. Огромное количество людей пришли на концерт и стали заложниками. И вот первое, что мы приехали, это прежде всего надо оперативно провести мероприятие. Что произошло, кто, сколько, чем вооружен и т.д. и т.п. И вот когда это все произошло, и мы узнали примерно, предварительно, сколько взрывчатки, опять же это все примерно, какое вооружение, сколько человек, агрессивно, не агрессивно, понимаете? Кровь уже пролилась. Вы представляете? И вот тогда мы поняли, что люди-то готовились не 1 месяц и не 2. Вопрос задается, где же они готовились-то, чтобы провести вот такое вот мероприятие по захвату огромного здания. Еще раз хочу всем напомнить, серьезная задача стояла перед ребятами, которые шли на смерть спасать людей. Потому что самое страшное, смертницы были, взрывчатки очень много, и мы знали, что может произойти общий взрыв обвала здания. То есть 200-тонный потолок упадет на тех людей, которых мы идем спасать, заложников, и, конечно же, на тех ребят из спецназа. Я не буду говорить «Альфа выпил», спецназ. Вот представляете, и тогда 1000 с лишним человек, я не знаю, кто бы из вас пришел, вытаскивать оттуда вот такое количество людей. Поэтому все было просчитано, все было предусмотрено, да, и пришли к тому, что надо чем-то отвлечь террористов, потому что их не 10 человек, их там было около 50. Женщины сидели в шахматном порядке. Одна взрывается, значит, определенное количество людей, ну вы знаете, что такое шахида пояс, это около 100 шариков от подшипника. Представляете, скорость полета одного шарика, ну, я думаю, около 1000 км в час. Прошивает одного, второго, третьего человека может прошить. И бронежилет не спасет. И вот представляете, по команде они все поднимаются, и все взрываются, и вот в шахматном порядке всех разносят на куски. Да плюс еще 154-миллиметровые снаряды, которые задействованы на потолок. Вот ситуация. Конечно, в течение 3 дней велись переговоры. Конечно, мы тоже думали, и я вам прежде хочу сказать, выразить свое неудовольствие, когда мы работали на крыше, искали пути проникновения, нас потом по телевизору показывали. Помните, 24-го Путин Владимир Владимирович вызывал больших руководителей средств массовой информации. Что же они транслируют? А эти смотрят ребята по телевидению, телевизоры-то у них там были. И вот представляете, все, что мы за ночь сделали, но мы еще не думали, что там будет газ. Мы вот все нашли. Все, и это все показали. Соответственно, двери были заблокированы. Но мы 5 человек с крыши вытащили, там людей. Вот. Но двери были заблокированы и, конечно же, были заминированы. То есть, если бы мы это не узнали, то есть мы сами, спецназ нарывается, дверь открывает, взрыв, и опять там 5-10 человек разлетаются на куски. Вот. И в конце, конечно, я считаю, было сделано все возможное.